Всем привет! Это канал Scale Journal. И сегодня продолжение тестирования продукции фирмы Pacific 88. В сегодняшнем видео будет проба грунтов, которые готовы под аэрограф. Грунт красно-коричневый и грунт белый, большие флаконы новые. Также попробую краску, которая готовится к продаже. Это черная, тоже уже готовая под аэрограф. Дополнительно разбавлять ничем не нужно. Еще планирую опробовать эффект мелкие трещины. Посмотрим, что он из себя представляет, как наносить, что в итоге получается. В прошлом видео у меня не получилось опробовать металлики нормально. Вот в этот раз я решил заодно еще серию металликов испробовать. Серебро, сталь, темная сталь и жженая сталь. И также в планах попробовать разбавлять краску Pacific не родным разбавителем, а дистиллированной водой. Посмотрим, что из этого выйдет. В качестве подобных будет ванна корпуса от итальянского танка Ариетта. Небольшая платка фототравления. Посмотрим, как она держится. Грунт на фототравлении. И пив-жесть. На ней тоже посмотрим, насколько хорошо держится грунт. Сейчас я подготовлю аэрограф и приступим. Начну я, пожалуй, с белого грунта. Сразу отмечу, что я его уже попробовал заливать в аэрограф, не разбавляя, но с ним возникли трудности. Слишком густой, и аэрограф забился, поэтому его необходимо было разбавить. Разбавил я примерно в соотношении, я поигрался с пропорциями, в итоге пришел к выводу, что необходимая пропорция это примерно на треть, разбавленная с помощью фирменного разбавителя. Белый грунт нанесен. В общем, нужно играться в консистенции. Под аэрограф пошло достаточно сложно, пока я не подобрал нужную консистенцию. Сейчас я буду пробовать дальше коричневый грунт и черную краску. С ними должно быть получше, так как они более жидкие по ощущениям. Сейчас мы это и увидим. Впечатление о тестовой краске, которая готова под аэрограф, в данном случае черная, самые положительные. Она еще даже немножко более жидкая, чем красно-коричневый грунт. И идет через аэрограф даже немного получше. В идеале, конечно, чтобы консистенция была примерно как вот у этой краски. Либо, на крайний случай, вот как у этого грунта коричневого. Белый же грунт, я уже отметил, обязательно требует разбавления. Возможно, просто мне такой попался. Так что если кто-то другой пользовался этим грунтом, отпишитесь в комментарии.
Возможно, это просто у меня такой густой грунт оказался. Дальше по плану я сейчас попробую развести вот эту краску обычной дистиллированной водой, а не фирменным разбавителем, и посмотрим, что из этого выйдет. Ну вот, как видите, краска, разбавленная дистиллированной водой, аналогично прекрасно дуется через аэрограф, поэтому если вдруг у вас закончился фирменный разбавитель или просто его нету, то можно использовать воду. Начну я с серебра. Наносить буду на ложку, база нанесена черный Пацифик, который вот под аэрограф готовый. Следующий цвет у нас будет сталь. Третий цвет — темная сталь. И последний из металликов, который у меня есть, это жженая сталь. Металлики еще высохли не до конца. Я, наверное, в конце их еще раз продемонстрирую, когда подсохнет. Но вот предварительно выглядит это примерно так. Напомню: серебро, сталь, темная сталь и сталь жженая. Сейчас я это убираю в сторонку, и предстоит попробовать эффект мелкие трещины. Судя по описанию, которое здесь указано, эффект мелкие трещины наносится слоем с помощью кисти. Чем толще слой мы будем наносить на поверхность, тем больше будет трещин. У меня предварительно подготовлены 2 ложки. Обе они были покрыты белым грунтом от Pacific. Сейчас я на одну из них нанесу слой с помощью кисти, а на вторую я нанесу слой с помощью губки. И через 10 минут я нанесу слой краски и посмотрим, что из этого выйдет. Все, через 10 минут я вернусь и попробуем нанести черную краску. Примерно 10 минут прошло. Сейчас задуем сверху черной краской. Но практически сразу после нанесения краски начинают появляться трещины. Но вот, честно говоря, трещины, которые появляются на ложке с применением спонжа, губки, выглядят интереснее. На кисти они так достаточно как-то хаотично, что ли. Ну, сейчас еще подождем побольше, пока она высохнет, и посмотрим итоговый результат.
Тем временем подсохли ложки с нанесенными металликами. Я еще постараюсь их сфотографировать, если получится, ну и показать получше сами цвета. В заключительной части видео я хочу еще попробовать эту краску на стойкость к механическим воздействиям, которые, как правило, происходят при работе с моделью. Ну, самое простое, и тут как бы у меня сомнений никаких нету, что выдержит, это использование жесткой кисти. Ну, там, когда мы какие-то пигменты наносим, втираем, что-то подобное. Вот, то есть, как бы тут, ну, точно проблем никаких возникнуть не должно. Следующий момент — это работа со смывками. Смывки, подтеки и прочее, как правило, используются ватные палочки. Ну, стандартные процедуры обработки выдерживают без проблем. Можно, конечно, еще попробовать пошкрябать твердой зубочисткой, но тут понятное дело, что скорее всего краска сойдет. Ну и согласитесь, ковырять зубочисткой покрашенную модель, ну, не совсем разумное решение, но тем не менее попробуем. Так, соответственно, вначале белый грунт с краской. Ну вот, протирается до грунта, по-моему. Хотя нет, здесь выдерживается, просто немножко повреждается слой краски, но не до грунта. Ну, аналогично здесь немножко протирается. И на металле посмотрим то же самое. Вот на металле уже... ну здесь понятно. Вот эта часть нанесена без грунта, видите, снимается достаточно легко. И вот та сторона, где у нас краска нанесена на грунт, с теми же усилиями ничего не стирается. Ну и здесь то же самое. Аналогично попробуем с фотоотравлением. Но вот с усилием, с большим, снять вполне реально. Но опять же, смысла в этом какого-то практического я не вижу, чтобы шкрябать зубочисткой модель. Но тем не менее, некоторые при тестировании грунтовых красок стараются шкрябать их зубочисткой. Ну, сейчас я еще в конце попробую совсем уж сильно надавить на пластик. Посмотрим. Ну, я полагаю, что должно стереться. Так, здесь все нормально. Здесь тоже. Ну, как видите, слой немножко краски повреждается, но до пластика ничего не снимается. На пластике держится, если не намертво, то достаточно надежно. Все основные эффекты и применяемые технологии использовать этими красками вполне возможно. Немножко еще подсохли ложки с эффектом трещин. Трещины проявились в большей мере. Тоже постараюсь это сфотографировать и в конце показать. В принципе, на этом видео можно закончить, только подведу небольшой итог. Начну с грунтов. Напомню, использовались белый грунт P08 и красно-коричневый грунт P10. Белый грунт, возможно, это мне только попалась такая банка, но он для работы с аэрографом не готов. Его нужно разбавлять. Примерно 1 к 3 консистенция у меня пошла, которая нормально.
грунт красно-коричневый уже имеет подходящую консистенцию, и под аэрограф его можно сразу смело использовать. Причем вот этот красно-коричневый грунт, он идет уже под металл и под отравление. Ну, собственно, вы видели все. Металл он идет и держится. Дальше я попробовал краску, которой еще нет в продаже. Это серия краски, которая будет идти под аэрограф. Я очень надеюсь, что в ближайшем времени оно уже будет в продаже и с широким ассортиментом цветов, так как работать с этой краской мне понравилось. Через аэрограф она дуется отлично. Ну и как бы облегчает задачу, не надо ничего смешивать каждый раз, просто залил и пользуйся. По металликам. Металлики вы уже видели. Фотографию в конце еще можно будет посмотреть получше. Разбавлял я их с помощью родного разбавителя. Ну и наносил на ложки, на которые предварительно была нанесена черная краска. Цвета металликов мне понравились. Ну, а больше надо сравнивать с аналогами. Ну, к сожалению, у меня сейчас в наличии нету. И как появится возможность, обязательно тоже сравню. Еще в этом видео я пробовал краску Pacific разводить дистиллированной водой. И все вышло отлично. То есть в случае отсутствия родного разбавителя, либо просто при необходимости, можно использовать дистиллированную воду. Разводится хорошо, дуется через аэрограф также хорошо. Каких-либо особых различий между сдуванием при разбавлении с родным разбавителем я не заметил. На этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Пока.